Всем привет! Вы на канале в хоккее. Сейчас мы посмотрим обзор важнейшего матча чемпионата мира 1979 года в Москве между СССР и Чехословакией. Эти сборные были сильнейшими в мире на тот момент, без учета профессионалов. Чехословакия в 70-е переживала свой золотой период, и после поражения на чемпионате мира 1978 года в Праге им хотелось вернуть титул. После 1978 года в сборной закончили играть Махач и Холичек. Зато играли Бубла, Халупа, Глинка, Поуза, Мариан, Петр и Антон Счастные, Мартинец, Эберман. Возглавляли ту сборную и, как оказалось в последний раз вместе, Карл Гуд и Ян Старший. От сборной Советского Союза после победы в 1978 в родных стенах ждали, естественно, только победы. Команда Виктора Тихонова стала еще и обладателем Кубка Вызова, и на тот чемпионат в Москве собрала сумасшедший состав. Третьяк, Харламов, Михайлов, Петров, Васильев, Балдерис, Макаров, Якушев, братья Голиковы. Игра проходила в переполненном дворце спорта имени Ленина. Не забудь подписаться, если помнишь те принципиальные игры. Первый момент создали наши. Чехи провалились, и Жлуктов с Балдерисом вышли на одного защитника, но этот защитник, выбросившись на Балдериса, сбил его с ног и тем самым помешал Балдерису. Наши в большинстве. Петров выводит на бросок сходу Лученко, но Иржи Кралик спасает. Продолжается большинство. Теперь уже Михайлов выводит Петрова на бросок, но мимо. За первые 5 минут чехи ни разу не дошли до наших ворот, а Александр Голиков после выигранной борьбы, одной рукой держа клюшку, вывел своего брата Владимира 1 на 1. Но что творит Иржи Кралик? Но наши в очередной раз не дали чехам выйти из зоны. Макаров подобрал шайбу, отдал Владимиру Голикову, тот продлил, а Александр с пятака открыл счет 1-0. Логичное завершение первых минут. Настрой наших очевиден. Подача Сергея Макарова, номер 24, и Владимира Голикова, номер 25. Шайбу забросил Александр Голиков, номер 23. После этого чехословаки провели неплохую атаку, где Эберман отдал Мартинцу, а тот бросил, но шайба прошла мимо. Дворжак выводит Мартинца на убойную позицию, но каким-то чудом шайба не попала в сетку. Гавличек вылезает из угла с шайбой и с неудобной чуть было не сравнивает счет. В следующей атаке Александр Голиков отдал пас Макарову, который, пройдя по краю с острого угла, удвоил преимущество. 2-0. Вот так. Не забиваешь ты, значит тебя накажет Сергей Макаров. Кралик явно запустил. Подача Александра Голикова, номер 23, шайбу забросил Сергей Макаров, номер 24. Наши играют 5 на 3. Васильев закрывает зону, Бабинов отдает Балдерису и 3-0. Кралик не успел переместиться. У чехов выходит один игрок из удаленных. Тут же чехи получают штраф за задержку игры. Отбывать поехал Мариан Счастный. С подачи Сергея Бабинова, номер 4, и Валерия Васильева, номер 6, шайбу забросил Эдвард Балдерис, номер 19.
Игра продолжилась 5-3. Чехи втроем побежали зачем-то вперед, и на контратаке с передачи Александра Голикова шайбу забросил Белеледдинов. 4-0. Это было на исходе 16-й минуты. У Чехословакии смена вратаря. Вместо Кралика вышел Сакач. Подачи Владимира Голикова, номер 25, и Александра Голикова, номер 23. Шайбу забросил Зинатулла Белеледдинов, номер 14. USSR goal scored by Zinatullah Belelеддинов, number 14. На волне успеха Белеледдинов делает красивую мельницу на Поузере. Первый период закончился со счетом 4-0 в пользу сборной Советского Союза. На первой минуте второго периода удалили Харламова и Поузера, играют 4-4. Васильев блокирует бросок, и шайба катится к вратарю Сакачу. Сакач совершает чудовищную ошибку и отдает пас Жлуктову, который делает счет 5-0. Жлуктов уже привычно радуется, прыгая на коньках. Кто-нибудь знает, что эта радость означала? На 25-й минуте наши проводят размашистую атаку. Михайлов, войдя в зону, отдает Харламову. Валерия никто не встречает. Он обыгрывает вратаря и, улетая за ворота, отдает Сергею Бабинову на пустые. 6-0. Почти пустые были ворота, а чехи, видимо, рассыпались совсем. Шайбу забросил Сергей Бабинов, номер 4. USSR goal scored by Sergei Babinov, number 4. Assist Boris Mikhailov, number 13. Valery Kharlamov, number 17. Но прошло всего лишь полминуты, и Милан Новый нашел пасом тезку Халупу, и тот броском со средней дистанции размочил счет. 6-1. Сухаря у Третьяка не будет, хотя Третьяк мог отбить эту шайбу, а чехи попробуют вернуться в игру. Как говорится, важнее не то, что ты пропустил, а как ты отреагировал на пропущенную шайбу. На 31-й минуте Капустин разогнался из своей зоны, сыграл в длинную стеночку с Балдерисом и уверенно переиграл Сакача. 7-1. Балдерис блестяще выдержал паузу, подождал Капустина и отдал точнейший пас. USSR goal scored by Sergei Kapustin, number 8. Assist Helmut Balderis, number 19. Отличный выход из обороны в атаку, и, выйдя 2 в 1, Макаров отдал Владимиру Голикову, а тот не попал по шайбе. Васильев из-за своих ворот набрал ход, отдал Макарову, а Сергей прошел как нож сквозь масло оборону Чехословакии. 8-1. Кто бы мог подумать, чехи расклеились окончательно, а Макаров оформляет дубль. На 38-й минуте наши в большинстве. Беллидинов на Скворцова, тот через рикошет на Лебедева, и Юрий с упора расстрелял Сакача. 9-1. А завез шайбу в зону Александр Якушев. На том чемпионате играла тройка Скворцов, Лебедев, Якушев. Подачи Зинатуллы Белеледдинова, номер 14, и Александра Скворцова, номер 11.
Шайбу забросил Юрий Лебедев, номер 10. Советская сборная заканчивала второй период в меньшинстве, ведя в счете 9-1. Третий период чехи начали хорошей атакой. Гавличек с неудобной не смог переиграть Третьяка, а затем Бубла добивал, казалось, в пустые ворота, но Третьяк совершил мега крутой сейв. Мартинец перехватывает шайбу в нашей зоне, отдает Новаку, и тот попадает в штангу. Передача Первухина, и как красиво Александр Голиков в касании отдает пас брату на выход с Макаровым вдвоем на вратаря, но не забили. В этой же смене братья Голиковы выводят Макарова 1 на 1, и счет становится 10-1. У Макарова хет-трик. Новак с пятачка хочет пробить Третьяка, но Третьяк больше пропускать не намерен. Глинка в меньшинстве убегает 1 на 1 и в итоге начал отдавать Поузеру и перемудрил. Не забиваешь ты, забивает тебе Петров. Харламов и Михайлов разыграли, а Петров замкнул атаку на штанге. 11-1. Красивая комбинация знаменитой тройки. Балдери с Капустиным убегают 2 в 1, но Капустин не смог переиграть вратаря. Сергей Макаров даже оформил покер после великолепного прохода Владимира Голикова, но эту шайбу отменили, Макаров забил коньком. Мощнейший бросок Новака, но Третьяк ловит шайбу намертво. И вновь Новак с упора расстреливает Третьяка, и вновь Третьяк побеждает. По окончании матча советской команде будет вручен кубок вызова, завоеванный ею в 15-й серии матчей сборной СССР с командой сильнейших профессиональных игроков звезд национальной хоккейной лиги. Игра так и закончилась со счетом 11-1. Конечно, такого разгрома никто не ожидал. Это был большой шаг ко второму подряд чемпионству советской сборной с Виктором Тихоновым во главе. А кто-нибудь помнит, почему в составе сборной не было Фетисова, Мальцева и Касатонова? Пишите в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обзор следующего матча. До свидания.